Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Показ коллекции весна-лето 2023 австралийского бренда Zimmermann оказался особой вехой в истории дома, ведь действо впервые устроили на неделе моды в Париже, сменив привычные в основном онлайн-презентации в Нью-Йорке на модную французскую столицу. Бывший выставочный павильон «Дворец Пти-Пале» видел немало громких шоу от мэтров фэшн-индустрии. И теперь достойную конкуренцию им составила марка Zimmermann, одна из самых известных и влиятельных в Австралии. Местные журналисты даже полушутя называют ее третью имиджа страны-континента. За кулисами в комментариях Ники Zimmermann, ведущий дизайнер и одна из сестер-основательниц бренда, отметила, что поездка в Париж не была для команды модного дома трудным решением. Нам нравится продолжать учиться, двигаться вперед и делать что-то новое. Последние пару лет мы застряли в Австралии, и сегодня пришло время ближе познакомиться со своими клиентами. К организации знакового события бренд подготовился основательно. Подиумное пространство было превращено в удаленный живописный пляж с дико разросшимися кустами зелени. Данная локация напоминала одно из самых популярных мест для отдыха – Тамарама. Сегодня здесь только песок, великолепные виды на океан и дорогие особняки вокруг. А более 100 лет назад на побережье был построен уникальный парк развлечений под названием «Город страны чудес». Люди гуляли, устраивали пикник и катались на американских горках, где вагончики с грохотом бежали от одного конца пляжа к другому. То далекое время и удивительное волшебное место послужили дизайнеру отправной точкой в создании новой коллекции. Со слов Ники, мы много думали об изменении пляжного пейзажа и образа жизни с того времени и о том, как воплотить все это в современную жизнь. Так, элементы стиля эдвардианской эпохи начала прошлого века нашли отражение в топах-корсетах с эффектной шнуровкой, пышных юбках и рукавах, в обилии кружевных и шелковых нарядов, роскошных флористических узорах и дорогих золотых украшениях. Яркость ярмарочной площади в центре парка повторяется в цветовой палитре коллекции, в том числе в широкой полоске, а всевозможные повороты, изгибы аттракционов в плавных линиях кроя, в силуэтах. Тему отдыха на пляже поддержал так называемый принт-открытка. Романтические сюжеты, акварельные иллюстрации. Глядя на чудесный рисунок по ткани, очень хочется прямо сейчас отправиться в отпуск. Туда, на край света, где чистое лазурное небо, жаркое солнце и полная свобода от надоевших будней и городской суеты. Часть кружевных нарядов напомнила обитателей морских глубин. Волнистые ленты были похожи на щупальца медузы, длинные ажурные нити на растущие по дну водоросли, а круглые пластинки в несколько слоев на рыбью чешую. В качестве декора на юбках, топах и платьях дизайнер предложила продолговатой формы ракушки. Не забыла Ники добавить в линейку спортивные мотивы. Это купальники, шорты, мини-либо-бермуды с накладными карманами, легкие короткие куртки, кроссовки. Кстати, относительно обуви отмечу, что в тренды вновь возвращается прозрачный пластик, из которого в коллекции вы можете видеть босоножки в разных оттенках. Но мне больше понравились остроносые туфли с необычной махровой фактурой. Также из новомодных тенденций есть в линейке щедрая порция золота и серебра. Наряды из металлизированных тканей появились на подиуме ближе к финалу. Прекрасная получилась коллекция, очень позитивная, наполненная свежестью и яркими эмоциями. Она дарит надежду на счастье и окружает теплом, которое совсем скоро придет с нежными лучами весеннего солнца и тонким ароматом первых цветов. Сегодня, друзья, вы услышали мою версию. А ваше мнение о коллекции я с интересом жду в комментариях. Скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку. Приятного просмотра, всем совершенства и красоты. Хорошего дня, чистого мирного неба и только яркого, солнечного настроения.